Всем большой привет, меня зовут Яна. Сегодня 21 ноября, и в этой серии мы посмотрим мои последние 10 дней ноября, да, с 21 по 30, что у меня получится продвинуть, что нет, что удастся закончить, что нет. Значит, мне остается 10 дней до конца ноября, и я уже вчера примерно посмотрела по запланированному, и потому что вышито, и поняла, что все запланированное я вышить не успею, поэтому надо приоритеты расставлять. Значит, как у меня расставлены приоритеты? Дракон, кстати, которого я уже чуть-чуть сегодня повышивала, на нем остается не так уж много. Мне с предыдущих недель, да, я в предыдущем выпуске уже вышивала этого дракона, мне оставалось где-то там 400 с небольшим. Вот я сегодня еще 200 вышила. Может быть, сейчас после съемок дошью остальное. Да, 1000 я решила в ноябре продвинуть. На этом процессе яркий, он классный, но он в целом достаточно хорошо шьется на том участке, на котором я сейчас шью. А шью я вот эту вот чешую и немножечко вот тут вот рог, ухо. Но все-таки есть здесь и разбросанные крестики, и даже одиночка мне тут недавно встретилась, причем блендом. Но все это того стоит. Ярко и позитивно. Сегодня, как я уже сказала, вторник, и у нас сегодня будет отборочный матч на следующий чемпионат мира с Бразилией, и там я, вряд ли буду много вышивать, но если буду вышивать, возьму овечку, мне ее тоже надо будет заканчивать, да, и вот, может быть, либо в перерыве, либо в какие-то участки какие-то более скучные, играем мы с Бразилией, поэтому вряд ли будет скучно, повышиваю овечку. В прошлый раз я заявляла, что хочу взять виноград, и так его и не взяла. Вот планирую взять сейчас. Не сейчас, а вот в эти последние дни ноября. Это виноград от Волковой. И я в этот раз хочу, видите, у меня виноградин достаточно много вышито, хотя здесь еще будут сами ягоды. Хочу я пойти в этот раз в лист. Там, мне кажется, по крайней мере, будет чуть-чуть попроще. Еще одну работу обязательно хочу продвинуть до конца месяца, потому что... молодец я какая. Я должна была принести весну от Ореховой, но принесла почему-то утренний Питер. Нет, утренний Питер я не буду вышивать, потому что вообще буду, но не сейчас. Значит, весну принесу попозже. В общем, весну Ореховой выбрали случайным выбором, досталась она, и мне нужно на ней будет вышить 1500. Значит, в следующем каком-то включении покажу, как она выглядела, прежде чем ее продвигать. И карту мира обязательно тоже хочу в этом месяце продвинуть как минимум до 55%. Я уже здесь вышила больше 2000 крестиков в этом месяце. И в идеале бы, конечно, вышить еще примерно столько же. Но посмотрим. Там до 55% остается не так много, то есть, наверное, даже 1000 хватит, но хотелось бы чуть побольше. Тем более я сейчас иду по участку такому легкому, который легко вышивается, быстро и в целом даже не сильно занудно, хотя здесь, по сути, видите, не так много цветов, очень много белого, но, тем не менее, идет хорошо. В общем, такой план на ближайшие дни. И через несколько дней подключусь, покажу, что уже получилось. Дорогие друзья, у меня очень странный голос, потому что время 5:20 утра. И посмотрите, какая красота. Можно подумать, что я куда-то встала в такую рань. Но нет, я никуда не встала в такую рань. Я в такую рань проснулась просто потому, что у меня кошка большая эстетка. И когда вот такие красивые рассветы, она умело и активно нас будет. Посмотрите, там красиво, потом поспите. Вот. И вот так вот мы смотрим. Она вот тоже выходит, любуется и потом идет спать. Посмотрите, какая красота.
Ну что ж, рада приветствовать вас снова уже более-менее приличным голосом того же дня. Значит, 25 ноября, суббота. Мы выспались после такого раннего подъема. Ну, было красиво, правда? Так вот, мы выспались, и я готова рассказать вам о том, чем я в итоге занималась и чем планирую заняться в эти выходные. В этот раз они у нас обычные короткие 2 дня. И давайте по порядку. Значит, вот здесь виднеется карта мира в очень таком необычном виде. Пустота. Я продолжила двигаться в рамку, ну, по раме, как это назвать. И уже сместилась, видите, здесь где-то была середина, и я перемещаюсь сюда. Значит, у меня тут какие-то сложности возникли, не сложности, не знаю, как сказать. Мне кажется, ну, понятно, что я это лучше пойму, когда все это распялю. Мне кажется, что как-то очень мало припуска останется, когда я дойду до крайней точки вот с этой стороны. Как так получилось, я не знаю. Но опять-таки, может быть, это сейчас пока ошибочное мнение, потому что вот здесь еще как бы надо, это я еще не дошла, шить и шить, а там у меня припуск совсем, вот здесь припуск совсем маленький. То есть практически я запялила по краю ткани, а тут еще надо шить. С другой стороны, вверх-низ вроде я не помню, чтобы проблем было, да, потому что я уже 2 угла закрыла, верхний и нижний, вот с той стороны, которая завернута. И вообще я начинала методом сворачивания пополам основы, да, и вот оттуда с середины начинала. Могло ли быть такое, что я где-то что-то просчиталась? Ну, очень сложно. С другой стороны, если ткань какая-то немножко поехавшая, ну, как это объяснить-то, да, она иногда не равномерная, но неравномерная, и вот у меня такое было с тканью на Светлогорске, отрезана она неровно или ровно, но все равно сдвиг какой-то есть, ее когда складываешь пополам, она как бы пополам-то и не складывается, потому что уходит куда-то не туда, потому что неровная. Но я не помню уже, честно говоря, что было в начале. Это было уже почти год назад. Ну, главное, что я не помню таких проблем, да, вот со Светлогорском я сразу запомнила. В общем, в любом случае момент истины наступит, когда я сниму с пялец, а тут, как вы видите, я еще буквально только начала. Значит, на самом деле я здесь уже дошла до 55%. И, в принципе, можно было бы отложить эту работу, как я и планировала в этом году, добраться до 55%, потом отдохнуть. Но я все-таки в этом месяце еще пошью. Я, в частности, хочу извести белый цвет. Сейчас попытаюсь объяснить, что это я имею в виду. Значит, здесь есть дополнительные цвета. Вот они навешаны 3. А все остальное вот основной, да, и вот основной белый, видите, его осталось сколько тут? 4 ниточки. Я хочу вот эти вот 4 или 3 ниточки извести и, ну, параллельно шью я и другими цветами. И на этом думаю, что я закончу, но в любом случае это уже на неделе. В выходные я карту отложу. Главное, что я дошла уже до 55%. Ну, вот эта вот нервозность пока меня еще не отпускает. В любом случае, там останется пару сантиметров, но хотелось-то больше. Подразумевалось, что их штук 5 останется. Значит, в предыдущем включении я говорила про футбол, все дела, и про то, что я вот повышиваю овечку. Но я говорила, что, наверное, матч будет интересный, и много не повышиваю. Что случилось? Матч там задержали, был дурдом какой-то, склоки с бразильской полицией, потому что играли в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. В общем, пока там все это матч задержали, я все-таки чуть-чуть повышивала. Но совсем чуть-чуть. У меня уже начинают появляться буковки. Я переставила пяльца, но все еще здесь не закончено. Дальше я вышла запланированную 1000 на драконе. Уже сняла его с пялец.
Вот такой он хорошенький. Здесь еще, конечно, много надо заполнять в чешуе, но двигается, работать должна она, конечно, надо ей найти какое-то время такое более... не 1000 запланировать, потому что 1000 это действительно на 2 раза, а вот взять и основательно повышивать не так, она на этих участках мне дается не так сложно, как на вот этих, казалось бы, да, полукрест, что там, шея, но вот эти звезды меня убивают, вот эти дырки под звезды меня тоже убивают, и вот совсем наверху темным по темному тоже давалось мне непросто. На вот этих участках, да, там криво получается, но работа идет гораздо быстрее. Радует то, что вот основное небо я уже вышила. Тут оно будет еще и вот здесь немножко просвечивать, и еще тут что-то не закончено, но уже цвета будут посветлее, звезд будет меньше, и все-таки участки не такие большие, будет попроще. Вот такая работа. И я закончила 1000 на винограде, даже вышла чуть больше, 1100, наверное. Посмотрите, как... Ну, вот, наверное, даже вам не кажется так ярко. Очень яркие здесь зеленые цвета используются. Но, чтобы вы примерно понимали, 700, 702, 704, 907, 905, они такие очень-очень насыщенные, но в целом не выглядит, то есть выглядит это натурально, да, очень много переходов через бленды, бленды как раз с такими более нейтральными цветами, которые сглаживают вот эту вот яркость там цвета, например, 704 или 702. И получается вот так красиво, вроде как ярко, но с другой стороны реалистично. В любом случае пока еще непонятно, да, ну понятно, что здесь будет лист, но пока еще очень много все-таки пропусков, очень много здесь блендов, очень много четвертей, что еще, но все-таки лист шьется гораздо проще, чем виноград, потому что здесь тоже есть смена нити, но не настолько частая, все-таки как-то там 2-3 крестика, как бывало в винограде. Здесь тоже бывает, но редкость. Вот, поэтому нормально так хорошо пошло, и я думаю, что действительно на следующий год, напомню, что за эту работу многие голосовали, на следующий год действительно ее надо брать и, наверное, даже заканчивать, да, потому что не так много, я сейчас без статистики пришла, 36%, по-моему, здесь вышито, сколько осталось, не помню, но помню, что осталось немного. И давайте покажу, чем я планирую заниматься в выходные. В выходные я себе планирую устроить работу с 2 наборами. Сейчас я вот это уберу, чтобы не мешало. Итак, 2 набора буду вышивать в эти выходные, но упор буду делать на золотую рыбку от РТО. Немножко вам светит, не буду сейчас доставать обложку. Мне кажется, 100 раз уже видели ее на моем канале. Значит, волк, я напомню, что, как в прошлый раз я его показывала, я еще пока не переставляла пяльца. Надо переставлять уже, потому что здесь, конечно, еще можно пошить, но некоторые цвета перекликаются с цветами вот здесь, а здесь мне неудобно уже шить. Поэтому буду переставлять, и в идеале бы, конечно, здесь вышить в этом месяце еще 2500, вот. Но я понимаю, что, наверное, за выходные я это все не успею. Тем более хорошая погода, мы наверняка пойдем гулять, какие-то домашние дела. Но по максимуму постараюсь пошить. Это, значит, план номер 1. И план номер 2. И это халапеньо. Я в этом месяце ее еще не брала, а у меня в этом году такая... сложилась уже традиция, что я ее беру 2 раза в месяц и продвигаю, плюс-минус на 1000 крестиков. Значит, на данный момент у меня запялено вот этот участок, это где-то вот что-то вот тут. Да, вот, видите, изгиб. Это вот это. Здесь есть участки посложнее и попроще. Что-то нужно заполнять вот здесь вот в ягодах. Одиночки. Здесь можно пошить фон. Здесь можно пошить фон полукрестом. Да, здесь крестик в 1 и 2 нити. Здесь
в 2 нити полукрест, есть еще веточки. В общем, должно быть не сложно, но все-таки предпочтение, скажем так, основную часть времени я, наверное, буду уделять золотой рыбке, потому что там действительно нужно много прям вышить. Если я хочу все-таки закончить эту работу в этом году, не хочу оставлять максимум работы на декабрь. Ну, а халапеньо обязательно оба вечера, наверное, повышиваю. Вот такие у меня планы. Будут, наверное, какие-то включения с прогулок, я надеюсь. И в следующем включении вышивальном расскажу, что удалось сделать за выходные. Мы пришли погулять по району Реколета и планируем показывать вам много-много фиолетовых деревьев. Это музей искусств физических. Я, наверное, не буду много разговаривать в этом видео. Наложу музыку и просто полюбуйтесь прекрасными видами.
Итак, прошли выходные, даже вот понедельник прошел, уже 28 ноября, вторник. И расскажу вам вкратце, очень быстренько, что делала в выходные, потому что делала я немного. Как и планировала, я вышивала 2 работы. Золотую рыбку, вот, и золотые ручки халапеньо. Но оба дня я вышла буквально там 700 крестиков здесь, 500 крестиков на халапеньо. Но вот вчера в понедельник я еще взяла. Не было возможности снять, но были такие небольшие промежуточки времени, и набегами я повышивала и вышла 400 крестиков еще дополнительно к тем вышитым в выходные. Значит, все еще на волке я не добилась той нормы, которую я хочу вышить за ноябрь. С халапеньо, получилось мало, видите, тут даже, наверное, какие-то изменения особо сильно не видны, но я не расстраиваюсь, потому что я делала в том числе, помимо фона, в том числе участки более сложные, да, вот здесь вот беленьким делала ягодки, да, заполняла, а это такие прям практически одиночки, но я делала протяжечки вот небольшие между соседними ягодами, когда это позволяло, некоторые просто совсем удалены, да, когда это там 5, 6, даже 7 крестиков я делала протяжки. Значит, вот все, что по халапеньо, но мы увидим ее еще в декабре. И я буквально на 200 крестиков взяла овечку. Значит, у меня остается очень мало дней в ноябре, чтобы закончить хотя бы что-то запланированное. И я решила отдать приоритет следующим работам. Во-первых, хочу, естественно, закончить овечку. Тут не так много остается, что-то типа 300 крестиков. Дальше большим приоритетом для меня будет работа, которую выбирали вы. Тем более это был последний выбор зрителей в этом году. Посмотрим, что там будет в следующем году. Понятно, что мы уже голосовали в общем, но посмотрим. Значит, это «Весна» от Натальи Ореховой. Я примерно прикинула, куда бы мне двигаться, чтобы было не так сложно, потому что здесь достаточно большие разбросы. Вот, и мне на этой работе нужно вышить 1500 крестиков в этом месяце, потому что это ваш выбор. Свет сейчас не очень хороший, но вдруг вы до этого никогда не видели эту работу. Она очень-очень нежная, очень-очень красивая, но вышивается она, не могу сказать, что прям сложно, потому что я вышиваю на крупной равномерке, на линзе, но, скажем так, шьешь, а не видно, что вышито. И пока не сделаешь бэкстич, все еще не видно, что вышито. А чтобы сделать бэкстич, нужно заполнять какие-то более объемные участки, потому что, как вы видите, очень много тут дырочек, пропусков из-за того, что крестики, да, вот так вот разбросаны. Но очень красивая, нежная работа. Вот здесь 1500. Это мой второй, скажем так, приоритет. И третий приоритет – это карта мира. Я, как вы помните, говорила в предыдущем включении, что хочу извести белые нитки основные, да, чтобы у меня оставались только дополнительные. Поэтому еще сколько-то вот сюда продвинусь. Если вдруг я так хорошо пойду, что мне будет куча времени, что я уже знаю не так, вдруг, мало ли, там, бессонные ночи, всякое бывает, вот, то в приоритете, наверное, будет еще и золотая рыбка, хотя у меня там долги остались еще, но о них я уже в заключительном кусочке вам расскажу, то есть буквально через секундочку. Ну что ж, закончился ноябрь, бесславно закончился ноябрь, хочется сказать, но на самом деле нет, не все так грустно. Я вышила за ноябрь больше крестиков, чем в октябре, но тем не менее вот не успела вышить все то, что в идеале нужно было бы вышить в этом месяце, все то, что я запланировала. И последнюю неделю вышивала я крайне мало. Давайте покажу. Перед вами сейчас видно, как должна будет выглядеть вот так вот
полностью, давайте, чтобы влезла. Схема Натальи Ореховой «Весна». Очень нежная, очень прекрасная, но вышивалась она очень сложно. Мне нужно было вышить 1500 крестиков в этом месяце, потому что это был выбор зрителей, но, увы, я не справилась. И вышила только 1000 крестиков, хотя план был именно добить эту работу, добить девушку. Значит, добить эту 1500, да, чтобы не нести ее в долги. Значит, дело в том, что я сейчас нахожусь на вот этом участке, и здесь очень хорошо видно, да, насколько все здесь пестро, разбросано и так далее. Поэтому вот шила, но не дошила. Давайте же покажу уже, что там получается, и вы, наверное, поймете, почему все так сложно. Значит, вот и этот участок. И, как вы видите, может быть, вот так нагляднее будет, да, вот эти вот локоны, и вот они вот тут вот будут. Все остальное, вот цветы, это вообще такая мешанина, которая, как вы видите на схеме, это просто разброс, как я это говорю, нежная мешанина, да, все это пятнистое. Бывает частая смена нити, бывает не совсем частая, но, в общем-то, вышивается это мне, по крайней мере, непросто. Дается вот такая вышивка. Опять-таки, это очень красиво. И я уже думала о том, что на некоторых участках, да, вот здесь вот цветы уже можно было бы вышивать бэкстич, но даже есть некоторые цвета, которые вот именно красным вышивается этот цветочек, то есть там не будет обидно, что дальше я не могу пойти, потому что там особо далеко не уйдешь. Но потом я посмотрела, что вот тут тоже красный цветочек, как бы есть куда двигаться дальше, и, естественно, хочется все одной ниткой повышивать бэкстич подольше. Поэтому пока не вышивала, но уже он прям просится в том плане, что, во-первых, хочется как-то это все сменить, да, деятельность, вот эти вот крестики и нижнятину эту шьешь, и никакого результата. И хочется чуть-чуть вышить бэкстича, чтобы увидеть хоть какой-то результат своих действий, потому что вроде прибавилось, да, по крестикам. Я и сама знаю, и в статистику смотрю, и, понятно, по заполненности пялец, но не видишь итог, да, не видишь, что и что. Вот нужно, вот это, например, что это? Я понимаю, что это на самом деле носик оленя, или кто это, косули, не знаю. Вот. В общем, пока сложно, и вот это вот, видите, дырки, куча дырок, говорит о том, что еще шить и шить, заполняйте, до бэкстича еще далеко. В общем, не справилась я здесь, но 1000 вышила. С чем справилась? Заканчивала и закончила вот эту 11-ю овечку, не стирала, не гладила, недавно сняла с пялец. Если вы не пропускали городские вставки, видели, что у нас в самом разгаре цветения жакаранды, и это прям такое, знаете, совпадение чудесное в том плане, что обычно все-таки она цветет в начале ноября, и к концу ноября, в начале декабря она уже практически вся опала, и большинство деревьев уже стоят с листочками зелеными, и даже если есть еще цветение, то это все уже теряется в зеленой сочной листве. Но вот в этом году она припозднилась, поэтому как раз успешно совпало с тем, что я закончила работу вот эту вот такую самую сиреневую. Но, по-моему, это единственная работа, в которой встречался вот этот вот такой чудесный оттенок ниток. В остальных были другие цвета. И вот я специально ее хранила, да, на этот месяц, но вот еще и совпало с тем, что я заканчивала эту овечку в конце ноября. И, как я уже сказала, жакаранда тоже припозднилась, и тоже в конце ноября самым
рассвете находится. Что я вообще не вышивала, хотя хотела, и это карту мира. Хотела я там чуть-чуть пошить, но, увы, времени совершенно не хватило. Была насыщенная неделя. Ну и все-таки я большинство своих сил пыталась отдать весне, но вот не получилось. Ничего страшного, когда-нибудь все обязательно вышьется. В следующей серии мы уже посмотрим, что я буду вышивать в декабре. На этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.